Друзья, всем привет! И сегодня у нас на обзоре очередная камера от нашего любимого продавца с Алиэкспресса. И это очень интересная штука. Камера в данном случае необычная. В данной камере у нас два объектива. Она имеет 8-кратный зум. И сегодня подробно о ней. Камеры на Алике я беру у одного и того же продавца, уже проверенного временем. И, в принципе, пока он меня не подводил. Чем заинтересовала эта вещь? У нее два объектива. Первый объектив у нас идет, скажем так, обычный, как и все остальные наши камеры, а второй объектив идет зумированный. И если сказать по правде, то 8-кратный зум здесь не совсем оптический, потому что с 1 до 4 крат идет цифровой зум по первому объективу, а с 4-кратного до 8-кратного зума идет цифровой зум по второму объективу. Комплект здесь, как обычно, стандартный. Внутри мы на данный момент ничего не увидим, потому что камера уже установлена. Здесь лежит камера, блок питания, крепежики и опционально идет флешка. Флешка в данном случае идет на 32 гига, вот написано, но они поддерживают флешки до 128 гигов. Работает данная камерка с нашим любимым приложением iCCE. Как оно настраивается, я подробно рассказывал здесь, как подключаются камеры и так далее. И данная модель у нас называется A8SB EU. Ну, EU это в данном случае евророзетка. Сама модель A8SB. А вот и наша старая камерка, которая висит у нас на даче уже 2 года. И что касается надежности, если повесить камеру подобного рода именно вот так вот под крышей, под козырьком, как мы это сделали, ей ничего не страшно. Работает, работает и работает. К слову о надежности, опять же, данная камера очень неплохо работала и в минус 30. Поэтому, я думаю, новая камера от того же продавца в принципе подвести не должна, потому что конструкция одна и та же, механизмы одни и те же. Возможно, просто другая компоновка линз. Итак, вот наш двор. На нем стоят наши любимые игрушки, батут, бассейн и вдалеке сарай. И именно на сарае мы будем вешать данную камеру. А если верить картам Google, то от нашего сарая и до забора, вот до сюда вот, у нас ровно 30 метров. Итак, вот наша камерка. Она подвешена, опять же, под крышей, чтобы на нее ничего не капало, не падало, ни снег, ни дождь и так далее. И она будет у нас полностью осматривать весь наш двор. При этом и нужно увеличение, чтобы можно было посмотреть подальше. И вот как выглядит сама камера. Вот на ней два объектива. Даже видно, что они с разным фокусным расстоянием. Один имеет большой угол обзора, но смотрит близко, а второй имеет маленький угол обзора, но смотрит дальше. На самой камере 8 мощных светодиодов. Они комбинированные, как инфракрасные, так и обычная подсветка. Работает как прожектор, так и в ночном режиме. Спереди у нас идет микрофон, сзади динамик, датчик освещенности и снизу вставляется флеш-карта. Кстати, здесь флешка не под резиновой заглушкой, а под пластиковой крышкой, которая закручивается на болтике. Сама камера имеет две антенны. Бутафория или нет, честно, не разбирал, не знаю. Но с тем учетом, что Wi-Fi модем стоит у нас в доме, именно от того места, где висит камера, это метров 20 точно, да еще и через стену. Все ловит хорошо. И вот через переходник-удлинитель подключена камера. LAN-кабель заизолирован и спрятан туда в щель, и питание уходит в сарай. В самом сарае, кстати, висит у нас блочок питания для самой камеры. Он включен в розетку именно там. Ну что ж, садимся на лавку рядом с забором и начинаем смотреть на себя по камере. Так мы можем оценить, какой у нас зум. Итак, а это уже живое изображение с самой камеры. И, как видите, картинка вполне красивая и сочная, цветопередача вполне реальная, и все достаточно четко и хорошо видно. Напомню, это Wi-Fi камера с поворотным механизмом. Мы полностью можем ей крутить, управлять с телефона, как нам угодно. Итак, настроим объектив на себя и начинаем приближать. Я сижу вдали на лавке, как видите, практически у забора. Между нами почти 30 метров. Это 4-кратное увеличение. А вот это максимальное, 8-кратное.
Как вам? По мне так вообще супер. Для 30 метров это очень даже хорошее качество изображения. Автомобильные номера будет видно очень четко и на ура. Проверял на своей машине. Конечно же, здесь есть функция обнаружения человека. Но она работает не так, как другие камеры. Она сверху ставит квадратик на человечка, а не прямоугольник, как другие модели от такого же продавца. А теперь перейдем к ночной съемке. И вот так все это дело видно, когда включена инфракрасная подсветка. В принципе, как видите, весь двор достаточно хорошо освещен данной ЭК-подсветкой. Все видно? Настраиваем объектив на себя и начинаем опять же проверять зум. Итак, это у нас 4-кратное увеличение. А это уже максимум увеличение 8-кратное. Ну, что-то разглядеть все-таки еще можно. Хочу отметить, это полная кромешная темнота. А видно, в принципе, все достаточно нормально. На камере стоит 8 светодиодов, они комбинированные, и когда они работают в инфракрасном режиме, как видите, их видно и не только на камеру мобильного телефона, но и невооруженным глазом. Они выдают себя легким темно-красным свечением. Даже видно вот сверху на сарае, как они светятся. А так камера светится в режиме прожектора, если светодиоды работают, просто как светодиоды, просто светят обычным светом. При этом, поверьте, светят они достаточно ярко и также освещают большую часть двора. Вот так это выглядит непосредственно с самой камеры. На улице полная темнота, а камера вполне нормально освещает сам двор. Жалко, что паутинка только мешает. Наплели своих страшных конструкций вокруг пауки. Про само приложение для мобильного телефона долго рассказывать не буду. Это все тоже старая добрая ICC. А про данную программу я уже рассказывал в своих других обзорах на эти камеры, поэтому кому интересно, заходите в плейлист, смотрите там. Все подробно разжевано. В данной камере нет абсолютно никаких отличий по управлению относительно других моделей. Единственное, здесь появился бегунок для зума. В других моделей такого нет. Также эта камера может подключаться и к компьютеру через приложение CMS. Про него я уже тоже подробно рассказывал как подключаться и пользоваться данным приложением. При помощи этого приложения можно сделать тонкие настройки данной камеры. Для этого нам нужно нажать по камере правой кнопкой мыши, зайти в конфигурацию устройства и в дальнейшем все настройки производить уже непосредственно здесь. А с приложения на компьютере функционал по настройке гораздо гибче и гораздо больше, чем с приложения на телефоне. Самым интересным здесь является вкладка «Службы». Зайдя в нее, мы увидим, что данная камера может отправлять нам фотографии по тревоге на email, это настраивается здесь. Также мы здесь можем увидеть, что данная камера может отправлять нам фотографии или обрезки видосов на FTP сервер, который мы можем настроить дома. Об этом я тоже подробно рассказывал вот в этом видео. Эти функции являются для нас самыми интересными. Как видите, есть еще куча всего, но здесь подробно об этом я рассказывать сегодня не буду. Камеры это, кстати, всего лишь на 2 мегапикселя. Но данные модели бывают разные. Они бывают как на 2, так и на 4 мегапикселя. Как видим, изображение у нас по информации по файлу пишет Full HD 1920 на 1080. FPS можно регулировать от 1 до 25. Битрейт тоже можно регулировать в настройках. Все это делается в программке CMS тонкими настройками. Для того, чтобы файлы занимали больше или меньше места на флеш-карте, но при этом и качество было лучше или хуже. И, как видим, все это у нас в кодеке HEVS по формату файла MP4. Вот такая вот интересная штука, дорогие друзья. Если вам нужен зум, то эту камеру можно вполне использовать. По ней хорошо видно, как видели, даже на 30 метров.
Камерки я эти беру у одного и того же продавца. Все проверено временем. Ссылочку оставлю в описании. Смотрите. Также еще советую приобрести, если будете покупать такие вещи, обязательно разного рода переходнички. Опять же, ссылка на переходник-удлинитель будет в описании. С ней гораздо удобнее будет подключать саму камеру. Вот, в принципе, по ней все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. А мы продолжаем. Всем пока!